Если ты мечтаешь уйти с нелюбимой работы, начать путешествовать и просто наслаждаться жизнью, но при этом продолжать зарабатывать, ничего для этого не делая, я открою тебе секрет, как это можно сделать. Это может сделать каждый, с любым уровнем дохода. Меня зовут Салим, это канал ТНМ, поехали. Во-первых, давайте выясним, что такое инвестирование. Инвестирование – это накопление инвестиционных инструментов с целью увеличения капитала и получения пассивного дохода. Пассивный доход – это когда ты ничего не делаешь, а денежки капают. Теперь я хочу вам показать на цифрах, как это работает, чтобы вы могли понять, что такое инвестиции. Смотрите, давайте представим, что 5 лет назад вы решили отложить $1000 под матрас. То на момент сейчас, спустя 5 лет, это $1000 превратится в $875. Сейчас расскажу почему. Каждый год деньги съедает инфляция. Давайте будем ориентироваться на Штаты, потому что мы сейчас считаем в долларах. В среднем в Штатах инфляция составляет от 1 до 3%. Я высчитал в среднем 2,5%, это условно. 2,5% за 5 лет, я уже все посчитал за вас, это будет $875. То есть 5 лет назад вы могли купить на эту 1000 больше, чем вы можете купить сейчас. Теперь представим, что вы решили вложить деньги под депозит. То на момент сейчас получилось бы $1093. В моем случае это 1,8%. Там, где вы находитесь, процент может отличаться, но это не меняет сути. Депозит, он не может угнаться за инфляцией. То есть ваши деньги будут примерно оставаться на том же месте. А теперь смотрите, что будет, если вы вложите, скажем, в индексный фонд S&P 500. Дальше я расскажу, что это такое. Я уже все посчитал. За 5 лет у вас бы получилось $1804. Чувствуете, какая разница? Под матрас, под депозит и индексный фонд. То есть очевидно, что индексный фонд намного выгоднее. Вот такая вот сумма получилась бы за 5 лет на момент сейчас. Сейчас 2024 год. Вышла бы вот эта сумма. Дальше я буду рассказывать, какие еще инвестиционные инструменты существуют. Здесь я немного грубо набросал, но это было для того, чтобы вы могли понимать, как работает инвестирование. Давайте рассмотрим теперь, какие инвестиционные инструменты существуют. Сегодня мы будем говорить про финансовые инвестиционные инструменты, потому что порог входа в них намного ниже. Первое – это, конечно же, банковские депозиты, которые я только что показывал вам. Конечно же, нужно сразу понимать, что доходность будет невысокая. Этот инструмент скорее используется для того, чтобы сохранить деньги, но не приумножить их. И они будут еле успевать за инфляцией. Поэтому такой инструмент мы рассматриваем как вариант сохранения денег. Второй инструмент это будут облигации. И доходность по облигациям будет немного выше. Это долговой инструмент, а это означает, что кому-то нужны деньги в долг. Это может быть какая-то компания, государство или даже конкретно город какой-нибудь. И эти люди выпускают долговые расписки, то есть берут деньги в долг. А вы можете эти деньги в долг им дать под проценты. Ну и третье, это, конечно же, всеми любимый инструмент акции. И сегодня мы как раз про них и поговорим. Давайте разберемся, что такое акции. Акции – это ценные бумаги, которые выпускают компании, чтобы привлечь деньги извне. К примеру, я вам даю одну акцию, а вы мне даете $100 взамен. И у меня появляются деньги на бизнес, на развитие бизнеса. Взамен вы можете получить право на голосование, но это все зависит от того, какой процент компании вы имеете. Второе – это право на получение дивидендов. Это зависит от типа акций и политики компании. И третье, у вас есть возможность купить сейчас компанию, к примеру, за $100 и через 10 лет продать ее за 1000. Вы купили 10 акций по 100 на $1000, через 10 лет вы продаете их на 10 тысяч. Теперь давайте поговорим о том, с чего же начать инвестировать. Конечно же, в первую очередь нужно инвестировать в собственные знания. Я, кстати, уже записывал об этом видео, вы можете посмотреть, если вам интересно, в подсказке. И хотелось бы упомянуть такую книгу «Богатый папа, бедный папа». Это первая книга, которую я прочитал, и она просто перевернула мир внутри меня. Я тогда реально осознал, что такое финансовая грамотность. И именно с этой книги все началось. Ну и, конечно же, не нужно игнорировать такие вещи, как разные курсы по инвестициям, финансам. Посещайте семинары, смотрите бесплатные видео на YouTube, их целая куча, такие как вот это. Итак, давайте рассмотрим несколько способов, как можно зарабатывать на акциях.
Первый способ – это спекуляции, то есть трейдинг. Вы можете купить акцию утром и продать ее уже вечером. К примеру, вы увидели какую-то позитивную новость, и акция подлетела, вы в этот же день ее продали. Но эта стратегия опасная, и я не рекомендую этим заниматься, и я сам этим не занимаюсь. Конечно, есть хорошие трейдеры, которые на этом зарабатывают деньги, но большинство из них, к сожалению, заканчивают плохо, и, по-моему, это гиблое дело, поэтому лучше туда не суваться. Да, и, кстати, ребят, хочу вам сказать, что я не финансовый эксперт, я просто хочу поделиться с вами своим мнением, так что все, что я здесь говорю, это не финансовый совет, а просто мое мнение. Итак, с трейдингом мы разобрались, и давайте рассмотрим второй вариант, это долгосрочное инвестирование. Долгосрочное инвестирование – это инвестирование от года. То есть мы купили акцию и держим ее в долгосрок. Продаем ее в том случае, если мы верим в том, что мир начнет меняться или еще что-то произойдет. К примеру, я год назад купил акции Intel и продал их после того, как они выросли почти в 2 раза. Зафиксировал прибыль около 80%, что считаю довольно-таки неплохо. И третий вариант, он обычно комбинируется со вторым, это заработок на дивидендах. Итак, давайте рассмотрим, как можно комбинировать эти два способа. То есть вы берете акции дивидендных компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды, и держите их, скажем, 10 лет. И к концу срока у вас получается доход будет не только от дивидендов, от процента дивидендов, но и от прироста капитала. То есть двойной доход. Итак, давайте теперь рассмотрим, какие же акции все-таки покупать. Смотрите, вообще считается, что ваш портфель должен состоять из разных секторов. К примеру, сектор здравоохранения, сектор IT, сектор энергетики, облигации. Говорят, что вообще облигации должны состоять из соотношения процента и вашего возраста. К примеру, если вам 30, то 30% должны состоять облигаций. Но такой способ требует постоянного отслеживания и ежегодной ребалансировки портфеля, что некоторым людям не очень хочется делать, и есть способ как раз для таких людей, кто не хочет этим заниматься. Вы можете просто покупать индексы. Что такое индексы, я вам сейчас объясню. Представьте, что у вас есть корзина с фруктами, и в этой корзине каждого фрукта понемногу. К примеру, пару апельсинок, пару виноградинок и так далее. То есть у вас корзина забита разными фруктами. Что я имею в виду? К примеру, есть такой американский индекс S&P 500. В этот индекс входят 500 крупнейших компаний Америки. Индексные фонды вы можете приобретать через своего брокера. И это называется ETF. Есть такие индексные фонды, которые берут каждой компании по акции, и вы берете одну акцию у этого фонда. И получается так, что вы владеете каждой акцией понемногу. Вам не нужно будет напрягаться и думать о том, что ребалансировка нужна в конце года, или следить там, насколько выросло или насколько упало. Таким образом, вы можете инвестировать еженедельно или ежемесячно, смотря как вам удобно, в такие индексные фонды. Здесь я просто привел пример. Но практика показывает, что такой индексный фонд, как S&P 500, в среднем дает где-то 10% годовых, может чуть меньше с учетом инфляции. И теперь такой часто задаваемый вопрос, какого же брокера выбрать. Я могу вам сказать, что вы можете сильно не впариваться, какой брокер лучше. Вы можете просто взять самый популярный брокер, к примеру, международный есть такой, Interactive Brokers называется. Или вы можете выбрать брокера в банке, в котором обслуживаетесь. К примеру, это Тинькофф Банк. Если бы я жил в России, я бы, скорее всего, выбрал бы Тинькофф Банк, но это лично мое мнение. Ну а дальше, как купить акции, я думаю, вы уже сами разберетесь, потому что интерфейс вполне понятный. Просто вы в поиске пишете тикер компании, которую вы хотите купить, и берете, к примеру, компанию или индексные фонды, смотря какая у вас стратегия. Давайте теперь подробнее поговорим про дивиденды. Что такое дивиденды, я уже в начале ролика вам сказал, просто я сейчас хотел бы еще раз сказать, как это работает. Представьте, что компания, такая как Apple, скажем, у нее уже все хорошо, продажи налажены, прибыль идет, и она решила поделиться своей прибылью с акционерами. И вот это и есть дивиденды, то есть она делится своей прибылью с акционерами. Но существуют такие компании, как, скажем, Tesla, которые реинвестируют свой доход обратно в компанию и не делятся с акционерами. Существуют еще ETF на дивидендные компании. Но у такой стратегии инвестирования только в дивидендные компании есть и свои минусы, и сейчас я вам расскажу какие. Ежегодно у компании дивидендная политика может меняться, и поэтому если вы смотрите, что у компании в прошлом году были выплаты по дивидендам, скажем, там 5%, и вы решили купить эту компанию, а в этом году она решила
что больше не будет платить дивиденды, а будет реинвестировать их в собственный бизнес или в другое направление. И получается, вы просто купили компанию, а еще может какой-нибудь кризис начаться, и компания просядет. Вы не получите ни дивидендов, и еще и потеряете на этом. Также я бы хотел отметить, что существует два вида акций, такие как привилегированные и обыкновенные. В привилегированных акциях дивиденды выплачиваются с фиксированной ставкой. Даже если компания уже убыточная, они займут деньги, но выплатят вам эти дивиденды. В чем минус этого? Это если компания прибыльная, то держатели таких акций получат все равно фиксированный процент. Ну и обыкновенные акции, дивиденды зависят от прибыли. Дивиденды поступают на брокерский счет, и вы можете эти дивиденды вытащить и жить на них, либо реинвестировать, смотря какую стратегию инвестирования вы выбрали. Сейчас я бы хотел вам еще раз показать на примере, как работают дивиденды. К примеру, вы покупаете акцию за $100. Скажем, они выплачивают 5% дивидендов. Это будет $5. И скажем, через пару лет акция подорожала в 4 раза. Такое бывает. Теперь получается 5% от $400 будет 20. То есть смотрите, процент получается тот же самый. Вроде бы и здесь 5%, и здесь 5%, но от этой суммы получается выходит $20. То есть это уже не 5% дивиденды, а 20%. Вот так вот работают дивиденды. Если вы посмотрели это видео до конца, я надеюсь, оно было для вас полезным, поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вас интересует, и мы обязательно обсудим это в следующих роликах. Пока-пока.